Друзья рыбаки, всех приветствую на нашем канале. В этом видео мы обсудим такой вечный вопрос. Фидер и донка — это одно и то же или есть какая-то разница? И если есть, то какая? А ведь действительно вопрос очень интересный, поскольку фидерная кормушка всегда ложится на дно, соответственно мы ловим рыбу со дна, и значит фидеры тоже по праву можно считать донкой. Но разница все-таки есть, и эта разница проявляется как в используемых снастях, так и в самом стиле ловли. Так давайте теперь подробнее разберем, кого же все-таки считать фидеристом, а кого доночником. Итак, что касается используемых снастей для донки. Для этого вида ловли подходит абсолютно любая палка с кольцами. Она может быть как штекерного типа, так и телескопическая. Только главное, чтобы она выдерживала тот вес оснастки, которую вы планируете забрасывать. Ну и понятное дело, чем больше длина, тем дальше будет заброс. Если эти два параметра вам подходят, то можете брать любую. И в принципе не особо важно, для каких целей эта палка изначально была предназначена производителем. С катушкой здесь тоже все очень просто. Например, некоторые рыболовы в возрасте на своих донках до сих пор используют простые инерционные катушки. Их еще называют невские катушки. Но все чаще такие катушки уже отходят даже от донки, и их постепенно заменяют современные безинерционные мясорубки. И, как правило, это простые катушки без наворотов из бюджетного сегмента. Ну а наматывать леску или шнур, это уже каждый рыбак решает сам для себя, но по наблюдениям в 90% случаев для донки используется обычная дешевая монолеска. Теперь что касается классической фидерной рыбалки. Здесь уже используется только специализированное фидерное удилище и никакое другое. Главная особенность таких удилищ – это наличие в комплекте сменных вершинок разной жесткости. Еще их называют квивертипы. И зачастую это удилища штекерного типа. Катушки для фидера используются безинерционные, но очень важно, чтобы у такой катушки был хороший баланс между силой и скоростью, потому как фидерная рыбалка подразумевает очень активную работу, иногда с большими весами и дистанциями. Ну, далее мы об этом еще поговорим. Что наматывать на фидер, леску или шнур? Здесь все совсем наоборот, в отличие от донки. Фидеристы чаще всего, а это в 90% случаев, на своих фидерных рыбалках используют именно шнур, потому как при фидерной ловле очень важна чувствительность и максимальный контакт рыбака с рыбой. Этот максимальный контакт достигается тем, что в отличие от монолески, шнур имеет практически нулевую растяжимость. И вот наконец мы подошли к самому главному основному отличию – это оснастка и техника ловли. Для донки чаще всего используют различные глухие монтажи и даже не всегда используют корм. Просто грузило и крючок с наживкой. Но поймать рыбу без корма довольно непросто, и поэтому в донку таки внедрилась кормовая база, и это их очень сближает с фидером. Для донки чаще всего используются пружинки, соски, макушатники и различные их модификации. И при этом количество крючков может быть абсолютно любое, хоть 2, хоть 5, хоть 10. И прежде всего донка рассчитана на самоподсечку, даже без участия рыболова. Такая снасть перезабрасывается совсем нечасто, примерно раз в 1,5-2 часа. А к сигнализаторам поклевки служит колокольчик на вершинке удилища. То есть пришел на рыбалку, закинул снасть в воду и можно заниматься другими делами. Главное находиться в таком месте, чтобы было слышно колокольчик. С фидером же совсем другая история. Чаще всего фидеристы используют скользящие монтажи, которые не особо славятся самозасечкой. И поэтому очень важно постоянно внимательно следить за каждым движением вершинки. Здесь правильная и своевременная подсечка зависит только от самого рыболова. На классических фидерных монтажах в обязательном порядке должна присутствовать кормушка, и, как правило, используется только один крючок. При этом классическая фидерная кормушка сделана таким образом, что в нее прессуется слегка увлажненный сыпучий корм, который при попадании в воду начинает постепенно вымываться из кормушки и таким образом образует на дне так называемое кормовое пятно. Еще его называют кормовой стол. А сигнализатором поклевки служит вершинка удилища, без всяких колокольчиков и бубенчиков. Поэтому здесь уже, как на донке, не получится закинуть снасть в воду и уйти. Помимо того, что нам нужно наблюдать за вершинкой, так еще и необходимо периодически пополнять кормушку кормом и докармливать точку. В классической фидерной рыбалке при нормальных условиях
перезакорм делается с интервалом от 2 до 5 минут. А теперь смотрите, что получается. Помимо того, что донка перезабрасывается очень редко, так еще и корм используется достаточно липкий, потому как иначе он не будет держаться в пружинке или в той же самой соске. Получается, что, естественно, такой корм практически не вымывается из кормушки, или если вымывается, то очень медленно. И теперь фидерная кормушка, которая моментально освобождается от корма, образует на дне хороший кормовой стол, и этот стол буквально каждые 2 минуты пополняется, то есть ведется постоянный докорм точки. Таким образом, логично, что фидером гораздо проще собрать и удержать рыбу на точке, нежели донкой. И еще есть один такой момент, но это уже сугубо лично мое мнение, возможно, я не прав. Я считаю, что фидерные монтажи намного компактнее и изящнее, нежели громоздкие доночные конструкции. И такая подача меньше пугает осторожную рыбу. Сразу хочу сказать, что этим видео я не хотел как-то похвалить фидер и при этом обосрать донку. Я просто хотел разобраться, есть ли какая-то разница, и если есть, то какая. На донку ловят уже спокон веков и ловят довольно-таки успешно. И, кстати, у донки тоже есть свои преимущества перед фидером. Ну, во-первых, донка это более дешевое удовольствие, и этот вид рыбалки может себе позволить абсолютно любой. И также я считаю второе преимущество у донки, то что не нужно постоянно сидеть на одном и том же месте, вы можете, как я уже ранее сказал, забросить свою снасть и пойти заниматься какими-то другими полезными делами, например, пожарить шашлык. А вывод хочу сделать такой. Тот, кто купил фидерное удилище, еще не означает, что стал фидеристом. Ведь даже на самый крутой фидер можно поставить пружинку, повесить колокольчик и перезабрасывать раз в 2 часа. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч. Україна була, є і буде.